Всем огромный-огромный привет! Вы на канале о психологии, арт-терапии и искусстве. Сегодня мы поговорим больше о психологии, именно о теме прокрастинации. Она очень многих затрагивает, очень актуальна, поэтому узнаем о ней поподробнее и подумаем, что можно с ней сделать. Так что поехали! Часто путают прокрастинацию и лень. Очень важно понять, что прокрастинация — это прокрастинация, а лень — это лень. Просто есть разные вещи, которые очень похожи и которые, бывают, путают друг с другом. Мы поговорим именно о прокрастинации, то есть о желании постоянно откладывать дела. Когда человек постоянно откладывает решения либо задачи на потом. Это, можно сказать, бич нашей современной жизни. Сегодня поговорим о главных таких вещах. Причин прокрастинации может быть огромное количество, особенно если углубляться индивидуально в каждую историю человека. И говоря о главных таких моментах, зачастую, если посмотреть на образ человека, такого прокрастинатора, Рошо, то можно заметить, что эти люди такие отпетые перфекционисты. Они не могут себе позволить делать что-то на 2 с плюсом, там, даже на 3 с плюсом, там, на 4. Это обязательно должно быть отлично, то есть на 5 с плюсом. Либо отлично, либо никак. И зачастую человек понимает, что сразу отлично он не сделает. И поэтому у него такое компенсаторное поведение появляется, что я заблаговременно убежден, что я это не сделаю, поэтому я не буду этого делать, в принципе. Я буду это откладывать до последнего. И как вы замечали, особенно перед экзаменом, очень классно получается запоминать огромное количество информации. Спасибо оперативной памяти перед экзаменом. В принципе, преодолевать какие-то задачи, как сдать экзамен, либо там выступить на конференции, либо еще что-то. И да, все это время откладывали, и в какой-то момент получается все-таки собраться, сделать это, и вау. На самом деле прокрастинация — это очень разрушающее, саморазрушающее поведение, потому что не всегда так может получаться. И зачастую результат, который получается в последний момент сделать, он мог бы быть лучше или мог не вводить человека в такой очень сильный стресс и подвергать его всем биохимическим процессам там, во время стресса. И все это достаточно серьезно. И неспроста эта тема настолько актуальна людям. И как раз-таки сейчас мы затронули тему стресса. И одна из главных причин прокрастинации — это как раз-таки тоже стресс, особенно повседневный стресс. Люди, которые там очень много работают, трудоголики, у них тоже может быть постоянно вот эта вот постоянно такая невротическая прокрастинация. Также одна из причин прокрастинации может быть низкая самооценка. Люди убеждены, что у них не получится, даже не попробовав. То есть как будто бы накладывают на себя роль такого бога. Я знаю, что у меня не получится, и я не буду этого делать. Буду там откладывать все, и как-нибудь потом справлюсь или не справлюсь. Самое разрушающее вообще в теме прокрастинации — это то чувство, которое человек проживает. И это чувство вины. Зачастую люди ненавидят. Вообще это чувство очень тяжелое, и естественно, что люди ненавидят с ним сталкиваться. Люди-прокрастинаторы, они достаточно ответственные, причем гиперответственные, и они не могут сказать «нет», допустим, и берут на себя очень много задач, которые не могут выполнить или не могут выполнить в определенный дедлайн. И весь этот комплекс
он как раз-таки создает очень много факторов, из-за которых человек откладывает дела и задачи на потом. Зачастую прокрастинаторы могут заметить, что их прокрастинация вроде бы связана с тем, что они хотят что-то сделать, но что-то им мешает. Но на самом-то деле есть такой момент ложного интереса или ложного хочу. Как будто бы есть что-то, что по умолчанию я хочу, мне интересно как бы, и я это должен делать или хочу, или должна, но я этого не делаю, я это откладываю. На самом-то деле у вас есть внутреннее убеждение, что вы этого не хотите, и вам это не интересно. Также есть момент, связанный с усталостью. Очень часто, когда люди находятся в повседневном стрессе, берут на себя очень много ответственности, постоянно переживают чувство вины, все это в комплексе может давать вот эту постоянную усталость, потому что на нее постоянно уходят силы, на это большое количество факторов. И человек, в принципе, может не замечать свою усталость, но прокрастинация может быть напрямую там связано это, в принципе, естественно, с прокрастинацией. И часто прокрастинацию путают с ленью, приплетают туда усталость, и в общем, получается такая каша. Чтобы этой каши не было, просто важно вот это понимание, что если у вас прокрастинация, скорее всего, вы устали, или у вас сложный интерес, или у вас очень глубинное, сильное чувство вины, или гиперответственность, или перфекционизм, или вот эта вот низкая самооценка, которая вам не позволяет верить, что у вас получится это сделать, получится там сделать эту задачу, достичь того, чего вы хотите, и получится уложиться в дедлайны, допустим. Ну и, конечно же, причина прокрастинации может быть вообще в плохой самоорганизации. И в этой самоорганизации есть много таких нюансов, моментов, которые могут вам помогать справляться с вашей прокрастинацией. Например, то, что помогало мне, это позволить себе делать просто. Просто вот что получится, то получится. То есть я старалась довериться себе, таким образом поддерживала. У меня у самой перфекционизм этот есть, и он довольно деструктивным был. И у меня получилось его преодолеть только тогда, когда я стала себя поддерживать и стала сама с собой договариваться, что давай лучше сделаем, напишем какой-нибудь бред, но сделаем это. И на самом-то деле, когда уже пишешь, когда уже что-то делаешь, не такой, что бред получается, хоть что-то получается. И у меня есть время что-то улучшить, что-то апгрейдить, что-то сделать так, как мне хотелось бы, как я это представляю, а не как получается. Итак, со временем я все лучше и лучше могла делать то, что мне хотелось. Тот же диплом, который я писала, сначала получалось что-то очень такое сырое, непонятное, но с каждым разом, когда я себя немножко так заставляла, говорила: давай, Аня, сядем, напишем. Да, приходится чуть-чуть преодолевать себя, прилагать усилия. Но на самом деле это приложение усилий, оно очень приятное в конце концов. Так что лучше сделать, чем не сделать. Это вот закон работы с перфекционизмом. И всегда можно улучшить, потому что на самом деле перфекционизм — это здоровая история. Просто деструктивный перфекционизм, он стопорит и разрушает. А тот перфекционизм, который естественный у нас есть, у людей, он хорош тем, что он нам помогает усовершенствовать вещи, дела, вот все, что мы захотим. Сам по себе он прекрасен и чудесен.
Итак, что мы можем сделать с нашей прокрастинацией? Вы можете сами справиться с этим. В принципе, обратите внимание на то, что мы сейчас перечислили, на перфекционизм, на свою самооценку, на то, сколько у вас стресса, либо повседневного стресса, его уровень. Посмотрите на то, устаете вы или сколько вы позволяете себе отдыхать, на все эти важные моменты. И постепенно старайтесь улучшать. Постепенно, просто давайте себе время на это улучшение. Даже тот факт, что вы смотрите это видео про прокрастинацию, это уже может говорить о многом, что вы задумываетесь о том, чтобы с ней справиться. У вас уже есть намерение, значит, есть какие-то силы, есть какая-то внутренняя мотивация, которую вы можете не осознавать, но она есть. И просто используйте ее. Постепенно работайте с перфекционизмом, позволяйте себе делать обычные вещи на 3, потом на 4, потом на 5. И так постепенно увидите, что вы больше дел будете совершать. Поверьте, ваша самооценка будет подниматься с каждым завершенным делом. Вот сделали какое-то маленькое дело, все, похвалили себя, сказали: ой, какой я молодец, какая я молодец, я это сделала. Этого достаточно, не нужно там себя облизывать как-то. Для самооценки достаточно подтвердить, что я вот молодец, я с этим справился или справилась, это классно. Я вот горжусь собой, даже замечательно. Очень важно прислушиваться к себе. Действительно мне интересно, или действительно ли я хочу то, что я делаю, или то, что мне нужно сделать. Да, часто, особенно на работе, нам нужно делать то, что нам не особо интересно или особо не хочется. В этот момент лучше просто с собой договориться. Вот сейчас мы это сделаем, потом я сделаю то, что мне нравится. У меня будет на это время, я создам какое-то пространство, какое-то вот время для того, чтобы сделать то, что мне нравится, то, что я хочу, чтобы получить это удовольствие, этот интерес и кучу позитивных, классных эмоций. И это действительно будет работать, вы будете чувствовать этот отклик, вы, по крайней мере, будете чувствовать контакт с самим собой. Что я хочу, чего я не хочу, допустим, да, это мне не интересно, я не хочу это делать, но я это сделаю, потом я буду делать то, что я хочу. Да, жизнь такова, что приходится делать что-то неинтересное, но и жизнь такова, что можно делать то, что интересно. Мы приближаемся к финишу, ребята, и, наверное, одно из выводов, которые я хочу вам донести, это посмотреть на такое многообразие главных причин прокрастинации. Постарайтесь проанализировать, понять, что именно у вас, что вам откликается, поработать с этим и дать себе поддержку и время на вот это изменение. Надеюсь, вы узнали что-то интересное себе о прокрастинации, поняли, возможно, в какую сторону вам двигаться. Желаю вам с этим удачи, верю в вас. До встречи. Пока-пока.